в определение предела функции, доказав очень важный критерий и рассмотрев примеры, мы теперь перейдем к рассмотрению свойств предела функции. Имея вот тот критерий, мы сможем очень легко выводить свойства, аналогичные тем, которые были для предела последовательности. Потому что, используя критерий, мы сможем сводить вопрос о существовании предела функции к существованию предела последовательности. Причем и в ту, и в другую сторону. Ну вот, давайте я запишу формулировку критерия, потому что мы будем очень часто к нему обращаться, к этому критерию. Критерий, ну мы это уже записывали, так вам это писать не надо, просто вот можете в конспекте найти, где это записывать. Критерий существования предела функции в терминах пределов последовательности. Значит, для того, чтобы существовал предел функции f, когда x стремится к a равно a большому, необходимо и достаточно, чтобы для любой последовательности xn такой, что, во-первых, элементы xn принадлежат области определения функции без точки А, и при этом xn стремится к А малому, когда n стремится к бесконечности, выполняется f от xn стремится к А большому, когда n стремится к бесконечности. Для любой последовательности аргументов, которая принадлежит e без точки А и при этом стремится к А, выполняется, что последовательность значений функции стремится к А большому. Значит, напомню, да, что в эту сторону это у нас необходимость, а в эту сторону достаточно. Вот этого факта достаточно, чтобы утверждать, что предел функции существует. Если же мы знаем, что предел функции существует, тогда мы всегда можем вот, для любой последовательности, которая стремится к А и обладает еще каким-то дополнительным свойством, утверждать, что последовательное значение функции стремится к А. Это необходимо. Так, ну теперь, значит, вспомним этот критерий, давайте вспомним, какие же свойства предела мы изучали для последовательности. Ну, мы там одно свойство, собственно, предела функции мы уже доказали, единственность. Да? Для последовательности мы потом рассматривали бесконечно малые последовательности. Но для функции это понятие особого такого специального смысла не имеет. И вы помните, наверное, что и бесконечно малые мы рассматривали прежде всего для того, чтобы с их помощью легко было доказывать арифметические теоремы предела. Так что вот давайте сразу мы рассмотрим арифметические теоремы о пределе функции. Арифметические теоремы о пределе функции. Ну, собственно, у нас будет одна теорема, состоящая из трех частей. Арифметические теоремы о пределе функции. Во всех частях будут использоваться одни и те же функции. Общая часть формулировки. Есть функция f, которая действует из EFR. Есть функция g, которая тоже действует из EFR. Точка А является предельной точкой E. Существует предел f от x, когда x стремится к А, равный А большому. Существует предел g от x, когда
когда x стремится к А, равный b дальше. Это все дано. Что отсюда следует? Первое утверждение. Первое утверждение. Существует тогда предел суммы f от x плюс g от x. X стремится к А. Равный А плюс G. Можно было это еще вот так написать, что существует предел функции такой вот f плюс g от x. То есть вот у нас такая функция есть, она по определению является суммой исходных функций. Но это, в общем-то, одно и то же, так что я буду так писать. Смысл тот же самый. Предел суммы функций. Существует он или нет? Оказывается, существует обязательно, и более того, он равен сумме пределов исходных слагаемых. Второй факт. Существует предел произведения, равный произведению пределов исходных слагаемых. И, наконец, третий факт. В третьем факте надо потребовать два дополнительных условия. Я хочу рассмотреть предел дроби. В этом случае надо еще дополнительно потребовать, чтобы для любого x из области определения g от x не равнялось нулю, и еще потребовать, чтобы b не равнялось нулю. Если дополнительно выполняются эти условия, то тогда существует предел отношения f от x к g от x, когда x стремится к А, равный как раз А поделить на b. Если вы сравните с теоремой о пределах последовательности, вы видите, что абсолютно такая же формулировка. Только там у нас n стремится к бесконечности, и вместо x стоят индексы n. Так вот, мы сейчас эту теорему докажем, сведя ее к уже доказанной теореме о последовательности. И поскольку все эти три факта доказываются абсолютно одинаково, не хочу их все доказывать, я докажу самый неприятный, третий. А вы потом по аналогии пытаетесь доказать первый и второй. Итак, доказательство третьего факта. При этом доказательстве мы будем пользоваться критерием, причем в обе стороны. В обе стороны. Что мы хотим доказать? Мы хотим доказать существование предела. В силу достаточности, если мы докажем вот этот факт для вот этой функции, то из этого факта сразу будет следовать существование предела. Ну, давайте запишем, что же это за факт, да, для нашего конкретного случая. Что мы хотим доказать? В силу критерия, ну какого критерия вы сами напишите, критерия в терминах последовательности, да? Нам достаточно доказать, что для любой последовательности xn, такой, что xn принадлежит e без a, и такой, что xn стремится к a, нам нужно доказать, что f от xn поделить на g от xn стремится a плюс b, когда n стремится к бесконечности. Ой, да, конечно. Замечательно. Это мы и должны доказать. А поделить на b, конечно.
xn, обладающая теми-то и теми-то свойствами, да, вот xn выбрали. Если мы это докажем, то мы все докажем. В силу как раз достаточного условия. А что нам дано? Так как по условию существует предел f от x, когда x стремится к a равный a, то вот в силу этого же критерия, уже в силу необходимой части критерия, необходимой части критерия, что мы можем утверждать? Что для любой последовательности xn f от xn стремится к a. Так вот, я эту же самую последовательность возьму. Я же уже ее выбрал. Вот я ее выбрал. Я хочу доказать, что для любой такой последовательности выполняется вот такое соотношение предельное для дроби. Так? Ну вот я эту же самую последовательность возьму. Для нее уже в силу необходимого условия критерия выполняется, что f от xn стремится к a, когда n стремится к бесконечности. А что еще мы знаем по условию? Аналогично. Аналогично. Так как существует предел g от x равный b, когда x стремится к a, я могу взять вот такую последовательность и утверждать, что g от xn стремится к a, когда n стремится к бесконечности. А теперь давайте вспомним, как формулируется аналогичное утверждение для отношения последовательности. Если одна последовательность имеет предел, вторая последовательность имеет предел, правда, здесь еще кое-что требуется. Если дополнительно b не равняется нулю, и если для любого n натурального g от xn не равняется нулю, то существует предел отношения последовательности, который как раз равен отношению предела. Давайте так напишем. По условию b не равняется нулю. Да? И вот это выполняется по условию. Кстати сказать, вот тут я одну вещь неправильно написал. Не то, что неправильно, я слишком много потребовал. Вот я тут уберу точку А. Что происходит в точке А для функции g, совершенно не важно. Нас не интересует значение нашей функции в точке А. Мы никогда это конкретное значение поставлять не будем. Так что вот давайте тут это добавим. Для любого x из e, не включая а, мы должны потребовать, чтобы g от x не равнялось нулю. В а g от x может равняться нулю. Во-первых, в этой точке g может вообще не быть определенной. Так? Но если даже она определена, пусть обращается в ноль. Это не страшно. Так вот, из этого условия вытекают эти условия, потому что xn у нас каким свойством обладает? Что xn принадлежит области определения без точки А. Значит, если для всех точек из этой области определения, не включая А, g от x не равняется нулю, то значит и в точках нашей последовательности g от x не равняется нулю. Так что по условию это тоже выполняется. И это. А вот здесь давайте напишем. Тогда по теореме об арифметических свойствах
предела последовательности, часть третья, вот тогда это выполняется. Мы все подготовили для того, чтобы применить уже доказанную теорему о том, чему равняется предел отношения двух последовательностей. Эту теорему мы уже доказали. И, между прочим, она не так уж просто доказывается, правда? Там у нас была оценка снизу, очень неприятная. По-моему, я в программу коллоквиума как раз не включил доказательства теоремы именно из этих соображений, чтобы вы не мучились пока что с этой вот оценкой снизу. Там только для предела суммы, предела произведения. Ну так вот, здесь уже нам, видите, мучиться не пришлось. Мы просто воспользовались уже доказанным. Ну посмотрите, это ровно то, что нам требовалось доказать. Ровно то, что нам требовалось доказать. Вот такая схема доказательства, но мы ее полностью реализовали. Еще раз. В силу критерия, а именно его достаточной части, для того, чтобы доказать, что существует предел функции, вот, отношения функции f к g, нам достаточно установить вот такой факт для любой последовательности xn. Любой последовательности. Тут мы выбираем xn совершенно произвольным образом. Лишь бы выполнялись эти два условия. Это то, что мы хотим доказать. А что мы знаем? А знаем мы факты, связанные с функциями f и g по отдельности. И вот тут мы эти факты используем в обратную сторону. Мы знаем, что существует предел функции f. Значит, в силу необходимой части критерия я могу ту же самую последовательность взять, я уже ее выбрал произвольным образом, и сказать, что вот эта последовательность тоже имеет предел равный. То же самое для g. Если бы мы доказывали утверждение для суммы, для произведения, то можно было бы сразу переходить к формулировке соответствующей теоремы о последовательности. Здесь, для третьей части, еще надо два условия упомянуть. Вот они. Я их упомянул. b не равняется нулю, и любые элементы вот этой последовательности, которые в знаменателе окажутся, они не равны нулю. Не равны нулю. Это мы можем, значит, утверждать, потому что это сказано в условии теоремы. И вот теперь мы говорим, тогда, видите, все условия соответствующей части арифметической теоремы о пределе последовательности выполнены. Значит, действительно существует предел отношения. Пока, видите, последовательности равны вот этому. Ну, значит, я могу здесь вопрос стереть. Мы доказали этот факт. Ну а раз мы вот этот факт доказали для произвольной последовательности xn, то, применяя достаточную часть критерия для предела функции, мы получаем то, что хотели доказать. Существование предела функции такой отношения. Ну вот, чтобы проверить, как вы это поняли, вот попытайтесь это воспроизвести для первых двух частей этой теории. Что мы потом доказывали для предела последовательности? Переход к пределу неравенства. Давайте это же сделаем для предела функции. Значит, следующий небольшой пункт. Переход к пределу неравенства для функции. Здесь мы тоже воспользуемся уже доказанными теоремами о переходе к пределу неравенства для последовательности. Так. Теорема. Начинается она абсолютно так же. Есть две функции. У них существует предел.
И то, и другое. Какое еще условие нам здесь нужно? Для любого x, принадлежащего e, тут я уже не забуду это, а можно выбросить, выполняется неравенство f от x меньше или равно g от x. Что происходит в точке А, нам не важно. Это на пределе никак не скажется. Так вот, если все это дано, тогда А меньше или равно. Здесь даже еще проще будет свести к теореме о последовательности. Здесь мы ничего не утверждаем о существовании какого-то предела функции. Мы просто хотим доказать вот это простое неравенство. Вот это обычное неравенство, числовое. Поэтому при доказательстве нам достаточно будет использовать только вот в эту сторону стрелочку. Мы знаем, что пределы есть по условию. Значит, можно вот это утверждать. Ну и сейчас увидим, что этого как раз нам хватит. Доказательство. Доказательство. Ну, знаете, я вот тут просто все лишнее сотру. Вот это я тоже сотру. Выберем последовательность x. Вот так. Я тут даже не буду говорить, что для произвольной последовательности я могу это сделать. Я вот какую-то выберу, какую-то последовательность xn, которая обладает вот этими двумя свойствами. Элементы принадлежат e без a, и эта последовательность сходится к a. Теперь вот то же самое, что я и в предыдущем доказательстве писал и использовал. По условию существует предел для функции f, поэтому f от xn стремится к a. Если существует предел для функции, то предел любой такой последовательности, да, построенной по xn, он тоже существует и равняется тому же значению. Аналогично существует предел такой последовательности. Это неравенство во что превратится для последовательности? Ну, смотрите, так как для любого x из e без a выполняется такая оценка, значит, для любого n натурального выполняется точно такая же оценка f от xn меньше или равно g от xn. Потому что xn как раз принадлежит тому множеству, до которого мы эту оценку имеем. Поэтому для любого n такая оценка справедлива. Ну, теперь давайте смотреть, что мы знаем для последовательности f и g от n. Мы вот это знаем, мы вот это знаем, и вот это мы знаем. Последовательности сходятся, и элементы последовательности с одним и тем же индексом вот расположены в таком порядке. Тогда по теореме А переходит к пределу неравенства для последовательности, о переходе к пределу в неравенствах для последовательностей, мы сразу получаем, что А меньше или равно B. Получаем. Как мы это записывали коротко? F от x стремится к A,
g от x стремится к b. Если тут было неравенство, то оно обязательно и здесь тоже сохранится. Вот что мы получаем. Да. Ну, тогда еще раз вот этот момент, когда мы пишем, поэтому Да, да. xn принадлежит e без a. Принадлежит? Мы так захотели. Это обязательно так. Мы именно так построили последовательность xn. Значит, этот xn принадлежит этому множеству. Да? Для любого элемента из этого множества f от x меньше или равно g от x. Значит, в частности, для всех xn такое выполняется. Какая идея в этом доказательстве? Мы имеем пределы функции, мы строим вспомогательную последовательность xn. В силу необходимого условия нашего критерия мы можем утверждать, что вот такие последовательности имеют предел. Кроме того, для этих последовательностей по условию справедлива такая оценка. Отсюда сразу следует, что а меньше или равно b. В сторону достаточности здесь даже ничего не надо использовать, мы уже получили, что хотели. А меньше или равно b. Понятно? Значит, докажем следствие. Докажем следствие из этой теоремы. Абсолютно такое же, как у нас было следствие из теоремы о переходе к пределу в неравенствах для последователей. Так, следствие. Ну, это мне уже не нужно. В следствии у нас использовались три последовательности, значит, понятно, что здесь придется три функции. Так, f, g и h. F, G и H. Во-первых, известно, что... Давайте отсюда начнем. Известно, что для любого x из E без A выполняется двойное неравенство. F от x меньше или равно G от x меньше или равно H от x. А во-вторых, известно, что для крайних членов этого неравенства f и h имеют один и тот же предел. Из вот этих всех условий следует, что g тоже имеет предел, причем тот же самый. Существует предел g от x, когда x стремится к a, равный тоже a. Ну, это мы, опять же, условно записывали так. Вот прямо здесь стрелочки рисовали, да? Вот если крайние члены двойного неравенства что? Стремятся к одному и тому же пределу, то этому члену тоже деваться некуда. Тоже деваться некуда. Лемма как бы полицейский. Так. Опять по той же самой схеме будем доказывать. Здесь, видите, нам нужно доказать существование предела. Поэтому, как и в арифметической теореме о пределе функций, нам придется использовать обе части критерия. И необходимую часть, и достаточную. Вначале, опять-таки, мы строим необходимую часть, используем необходимую часть. Теперь, опять-таки, выбираем произвольную последовательность xn каким угодно способом, лишь бы вот выполнялись эти два условия. Так как по условию существует предел, значит последовательность f от xn стремится к a. То же самое, теперь только надо здесь вместо g написать h. h от x, ну и предел тот же самый, да? Предел тот же самый. Значит,
h от xn тоже стремится к a. У нас есть две последовательности, которые стремятся к одному и тому же пределу. Это сразу вытекает из условия, вот из этих фактов, так, в силу необходимой части критерия. Дальше. Теперь мы должны вот это условие распространить на наши последовательности. Ну, это очень просто. Опять же, видите, xn принадлежит e без a. А у нас, если произвольный x принадлежит такому множеству, то выполняется такая оценка. Значит, по условию теоремы отсюда следует, что f от xn меньше или равно g от xn меньше или равно h от xn. По условию. Ну вот там я уже обведу еще это. Вот это ровно те три условия, которые были нужны нам в лемме о двух полицейских для последовательности. У нас есть, видите, три последовательности. Элементы последовательности с одинаковыми индексами удовлетворяют вот такому двойному неравенству. И мы знаем, что крайние элементы последовательности, крайние последовательности из этих трех сходятся к одному и тому же числу. Вот. Значит, опять осталось написать просто словами. В силу соответствующей теоремы для последовательностей g от xn тоже стремится к a, когда n стремится к бесконечности. В силу соответствующей теоремы для последовательности, на самом деле это следствие, да? Следствие из теоремы о переходе к пределу. Ну вот напишите, что лемма двух полицейских, да? Это будет самое короткое. Вот что выполняется. Это мы установили. А теперь возвращаемся немножко назад. Смотрите. Мы это установили для произвольной последовательности xn. Я вот прямо здесь это напишу. Значит, мы вот это взяли, всякие условия использовали, и в конце концов получили, что для любой такой последовательности g от xn стремится к a, когда n стремится к бесконечности. Вот фактически, что мы доказали. Для любой последовательности xn, удовлетворяющей этим двум условиям. И теперь мы пользуемся уже достаточной частью нашего критерия. Видите, в точности мы проверили справедливость вот этого условия. Для любой последовательности, какая бы она ни была, выполняется вот этот факт. Значит, в силу достаточного условия критерия предела функции в терминах последовательности, мы заключаем, что, ну это уже, наверное, могу стереть, мы заключаем, что существует предел функции g от x, когда x стремится к a, и он равняется a. Ну, в точности, да? Просто вместо f и ниже. В силу достаточного условия критерия, вот, это как раз то, что мы хотели. Уже в трех доказательствах мы применили